Добрый день, друзья! Добро пожаловать в волшебный мир музыки. С вами Кари, а в программке сегодня Рустам Еваев. Чудный сон живой любви, будешь шар моей крови, слезы жгут мои глаза, негою боятся. Чудный сон живой любви, будешь шар моей крови, слезы жгут мои глаза, негою боятся. Цвели твои цветы, горящие в объятиях дрожат. Ах, не улетайте, не покидайте страстного друга. Горький час любви. Да-да, впервые программка про российского контртенора, который строит свою карьеру преимущественно в России. Таких контртеноров не так много, потому что, к сожалению, несмотря на слушательский интерес, российская музыкальная и театральная система пока так и не освоилась ни с контртенорами, ни с музыкой барокко, которую они преимущественно исполняют. Отсутствие педагогов, барочных постановок и четкого места в устоявшейся системе голосов гарантируют нашим контртенорам творческий путь своеобразный и тернистый. Рустаму на этом пути всегда очень помогало одно – поддержка семьи. Рустам родился 20 мая 1977 года в Астрахани, в очень творческой семье, тесно связанной с театром, в которой все играли и пели. Но сам Рустам в детстве мечтал стать вагоновожатым. У него даже была специальная тетрадочка, куда он выписывал номера всех трамваев. Оказываясь в вагоне, Рустам всегда общался с вагоновожатыми, они все его знали и даже иногда давали порулить. А вот мама разглядела в Рустаме певца и стала привлекать его к выступлениям на детских мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Первым репертуаром Рустама стала татарская народная музыка, которую он не забыл и с удовольствием при возможности исполняет. Рустам поступил в Астраханское музыкальное училище по классу хорового дирижирования, где ему пришлось наверстать много знаний, так как музыкальную школу по классу фортепиано он в свое время бросил. При этом Рустам продолжал петь. Притом ломка голоса прошла у него мягко, так что петь он продолжал высоко, на удивление окружающим, которые говорили: подождите еще немного, голос еще, наверное, просто не доломался, еще чуть-чуть и будет обычный тенор. Тут уж Рустам поехал на прослушивание в Москву к известной певице Ирине Архиповой. Та сказала, что в 19 лет уже никакой не дисконт, а самый настоящий контртенор, и рекомендовала его для поступления в Гнесинку, где преподавала Зара Дауханова, у которой был опыт работы с контртенорами. Рустам закончил училище и поехал в Москву исполнять свою мечту о Гнесинке. Правда, когда он пришел на прослушивание, то его даже не стали слушать. Певица, контральто Валентина Левко заявила, что с контртенорами здесь больше работать не будут, нет, все. Что делать? Рустам был жутко подавлен, но
ему сказали не расстраиваться и просто поступать в другой вуз, что их в Москве мало, что ли. Рустам выбрал Московский государственный педагогический университет, где его преподавателями вокала стали Мария Андреевна Ганешина и Георгий Иванович Урбанович. Во время обучения Рустам начал сотрудничество с коллегией старинной музыки. Это творческое объединение существовало в Москве с 1991 по 2002 год, ставили неизвестные оперы, продвигали аутентичную манеру исполнения. Несмотря на то, что певцам в коллегии не платили, Рустаму там очень нравилось. Это была возможность получить уникальные знания и опыт. Он успел принять участие в нескольких проектах, но, к сожалению, вскоре это сотрудничество пришлось прекратить по настоянию педагога. Однако в 2002 году Рустам снова присоединился к коллегии для участия в проекте на музыку Кавалли. Уже после первого курса Рустам впервые спел в Большом театре партию Амура в опере-балете «Рамо», «Пигмалион» или «Сюрпризы Амура». Также в студенческие годы Рустам спел Орфея Глюка в театре «Амадей», Петера в опере «Продавец вина и пива из Йены» и Иоганна Николауса Баха. Принял участие в таких спектаклях, как «Анжела», а также «Трумф» или «Подщипа». И ты, мой свет, в мечтах рождалась, когда судьба ожесточалась, и не готовила напасть, чтобы часы минуты, далеко бы не были люты. Дальше Рустам заканчивает аспирантуру в Академии Маймонида и стажируется в оперном центре Галины Вишневской. Там он исполняет партию Вани в опере «Жизнь за царя» Глинки, Ратмира в опере «Руслан и Людмила» Глинки, а также Зибеля в опере «Фауст» Шарля Гуно. Первым контртенором, которого услышал Рустам еще в Астрахани, был Эрик Курмангалиев. Эрик тогда пел по телевизору партию Орфея, а Рустам совершенно случайно услышал и остался глубоко поражен его пением. В Москве Рустам, конечно же, лично познакомился с Эриком, и они подружились. Иногда репертуар Рустама пополнялся нотами, подаренными Эриком. Работать вместе приходилось не так часто, но даже осталась запись совместного дуэта.
европейской системы работы с агентами. Постоянная работа в труппе театра тоже не самый хороший вариант для контртенора, потому что барокко у нас не ставят, репертуар получается очень уж ограниченный. Так что Рустам является свободным художником, дает много концертов по России, принимает участие в разных проектах, исполняет музыку старинную и современную, в том числе написанную специально для него, бывает на гастролях в Испании, Америке, Казахстане, а с театрами сотрудничает в основном в качестве приглашенного солиста. Например, принимает участие в балетном проекте «Отражение» Большого театра. В театре «Современник» Рустам исполнил роль Кастрата Мардиана в спектакле Кирилла Серебренникова «Антоний и Клеопатра» с актерами Чулпан Хаматовой и Сергеем Шакуровым в главных ролях. Конечно же, это не оперный спектакль, а музыка была написана специально для Рустама под этот конкретный спектакль. Однажды случилась накладка. Клеопатра замерла в ожидании, а Антоний не вышел вовремя на сцену. Музыка, по идее, тоже кончилась, но сцену надо было спасать, и Рустам запел татарскую народную песню. В музыке спектакля стилизация татарских мотивов тоже использовалась, так что это оказалось весьма удачным решением и дало актеру время. Меня приводит в ярость. Каково? Бесстыжий раб, продажный, точно шлюха. Что пятишься? Убей его, царица! Огромное место в репертуаре Рустама занимает духовная музыка. Он часто выступает в церквях и соборах разных конфессий. Wieder steht auf der See. Wieder steht auf der Sünde, sonst vergreife dich im Gift. Wieder Также в репертуаре Рустама много музыки эпохи романтизма, таких композиторов, как, например, Россини, Сальери и Лист. Nos
же я спросила Рустама, почему он не так часто исполняет оперные барочные арии в своих концертах, то оказалось, что он их вовсе не боится и тоже очень любит, и с удовольствием сделал бы концерт. Но организаторы, видимо, ничего не слышали про барочный бум в России и от таких программ преимущественно отказываются. У нас вообще артисты часто бывают в той ситуации, когда не артиста приглашают на проект, а проект сначала делается своими силами, а потом предлагается разным площадкам. Так, например, в составе ансамбля «Ава Мария» была поставлена редкая кантата Генделя «О, как прекрасны эти волны». Когда мы говорим о европейских контртенорах, то иногда они принимают участие в небарочных постановках. Когда же мы говорим о российских контртенорах, то иногда все-таки случаются барочные постановки. Ура! В 2019 году в театре Геликон опера поставили оперу «Орландо» Генделя, где Рустам спел заглавную партию. Это достаточно редкий пример того, когда российский режиссер поставил барочный спектакль с российскими солистами. Историю «Безумного рыцаря» рассказали современным языком. Здесь были эксперименты как в режиссуре, так и в музыке. Название оперы «Орландо» оказалось созвучно американскому городу Орландо, где в 2016 году произошло страшное массовое убийство. Молодой человек открыл стрельбу в гей-клубе. Спектакль получил название «Орландо, Орландо», и на сцене мы увидели именно ночной клуб. И да, в конце обезумевший Орландо всех убил. Хэппи-энд из оперы отрезали. Также для достоверности в музыку Генделя добавили клубную электронную музыку по мотивам Генделя. Рустаму досталась непростая актерская задача – понять убийцу. Нельзя ведь сыграть того, кого исключительно обвиняешь. И тут на помощь пришли воспоминания из детства. Дело в том, что в школе Рустам учился плохо, даже оставался на 2-й год. У него всегда были проблемы со зрением, плюс он пел высоким голосом, над ним постоянно смеялись, издевались и били. Ему помогала только поддержка семьи и занятия вольной борьбой. Но да, негативный опыт дал много размышлений на тему персонажа Орландо, которого никто не любит и все везде отвергают. Allora
программки несколько сжаты, и я не могу осветить здесь все достаточно многочисленные проекты Рустама. Рустам живет в Москве, здесь его можно часто услышать. И с наступлением коронавируса и закрытием всех границ я особенно благодарна за то, что здесь у нас есть контртенор такого уровня. На этом спасибо за внимание. До новых встреч! Пока-пока.